Всем привет из Хургады! Сегодня мы с Ириной на улице Шерри. Специально пришли отведать египетское блюдо. Ничего нет вкуснее холодной воды. Это жаркий точно. день. Это точно. Ну вот сейчас мы выбрались в ресторан на улице Шерри. Называется Кошери. Кошери Искандарани. Это такое известное блюдо. Конечно, не всем оно приходится по вкусу, но мне нравится. Я первый раз, когда попробовала вот этот кошери, думаю, ой, что-то так все намешано. Тут и лук, и горох, и рис, и макароны, в общем, все вместе. И фарш вроде какой-то есть тоже. Но здесь, что самое интересное, в этом кошери... холодное? Горячее, да. Горячее? Горячее. А это что такое? Ну, это вот мясо. Дай попробую себе. Попробуй. Да. Здесь самое важное, немножко выглядит сухо, но здесь самое важное, что здесь подаются соусы. Видишь, вот этот вот соус? Это Вот соус? в этом красивом чайничке. Это не вода и не чай, а здесь именно чесночный соус. Вот. Он чесночный. Пахнет Да? чесноком, Это что? понюхай. Очень ароматный запах. Ой, я думала, это вода. Нет, именно чесночный соус и еще вот этот острый соус. Они добавляют сюда чесночный соус и вот этот вот острый, острущий вот такой вот соус. Ой. Красный. Здесь вот это соус Ты любишь такое, из да? перца. Я люблю, да. Ну да. Я люблю. Ты уже приучилась, у тебя муж Острое. египтянин уже приучилась, правда, к перчу? У меня муж египтянин, но он не очень любит Да? острое. А я люблю острое. А сын? А сын, он наоборот не любил раньше острое, а сейчас он любит. Полюбил, Сейчас, да? когда я что-то покупаю, он говорит, я хочу острое. Видишь как. Если вы приехали в Хургаду и вам захотелось вкусно поужинать и отведать мясо на гриле, то вам сюда, в Грин-кафе ресторан, который находится в районе Интерконтиненталь. Здесь можете отметить любой праздник или же отдохнуть с детьми на выходных. Отличная кухня и приятная атмосфера ресторана ждут вас. Все координаты под видео. Вот к нам присоединился молодой человек. Нас тут еще со всех сторон, конечно, что нам пытаются рассказать. Молодой человек, его зовут Зияд. Он работает здесь, вот как он уже нам раньше рассказал, он работает, учится в туристическом колледже и подрабатывает здесь Кошери Искандарани. Ему 20 лет и работает в Кошери Искандарани 1,5 года. Он-то шагаль из-за филь Кошери Искандарани. Бахеб Кошери Барду спросила, почему он работает в этом ресторане. Потому что он сам любит кошери кушать. Он говорит, да, я люблю кошери кушать тоже. Я спросила, мама его готовит тоже кошери дома? Он говорит, да, готовит. А какое самое любимое блюдо, которое готовит его мама? Мулахия хадра барду. Мама его готовит кошери и мулахия. Есть такое блюдо мулахия, которое едят с рисом. Мулахия амель изай, масалян. Мам так амель изай. Амель мулахия, уаля пудра, уаля мулахия. Амель кеда. ايوه تتجاب وتتقرط كده وتحط لها توم وحاجات وبتبقى جميله بصراحه يعني. Как готовят здесь мулахи? Здесь есть такие вот ножи большие, которые вот так вот рубят зелень. Ее рубят, это трава такая специальная, ее рубят очень мелко вот этими ножами. И потом добавляют туда бульон, чеснок, соль, немного масла. И получается очень вкусное блюдо. Мулахию ее едят не как отдельное блюдо, а в основном едят с рисом и с хлебом. И мулахи едят, как я и сказала, с рисом и вот с таким вот хлебом круглым. Аиш-шамс. Аиш-шамс переводится так интересно на русский язык, если дословно перевести, это солнечный хлеб. Потому что он вот такими круглыми такими булками, как солнышко. И его мама тоже печет сама этот хлеб. В основном в деревнях люди любят печь хлеб сами, своими руками. И потом вот этот горячий, он довольно долго держится в холодильнике, иногда даже в морозилку его ставят.
и они могут долго есть этот хлеб. У него еще в семье 3 девочек, 3 сестер и еще 2 брата. А у нас тут уже большая компания. Внимание, процесс накладывания кошари. Смотрите, как он делает, лихо. Так у нас вот. Все летит вокруг. Ну, это специально, это надо, чтобы так вот такой вот элемент цирка. Да, цирк, элемент цирка. Тарелки летят, эти макароны летят везде вокруг. Это кто наблюдает, конечно, интересно. Молодец. Это вам не турецкий. У него большая мечта есть попутешествовать вне Египта. Ему очень хочется посетить какие-то другие страны, например, Германию или Италию, и также другие страны. Барду Араби, Балет Араби Барду, بلد عربي لو رحت بلد عربي يبقى قطر. Катар. Из арабских стран он хочет увидеть Катар. Изай Катар. قطر دي دولة عربية جميلة. Катар, он считает, что Катар это очень красивая страна, она тоже арабская, но очень красивая, отличается немного от Египта. Да? У Масар Хелю, Хургада Хелю, مصر أم الدنيا والغردقة جميلة برضه. ему очень нравится Египет, потому что это его родная страна, и ему очень нравится Хургада. Хардага Бахэ Палешан الغردقة هي تتحب لوحدها كده من غير أي حاجة. بلد فيها روح يعني. Вас Алишан Бахар Барду? عشان البحر. بحر علشان مش في كل بلد في بحر صح؟ لا في كل بلد في بحر بس مش البحر الأحمر يعني احنا عندنا نهر النيل. Я спросила, что ему нравится больше всего в Хургаде. Он говорит, вообще вся Хургада ему нравится. Я говорю, а море, как же море? Он говорит, ой, море бесподобное, конечно, и несмотря на то, что в других странах тоже есть моря, но наше море самое красивое, самое прозрачное море. Спросила, он смотрел только с маской на рыбок в море или еще нырял? Он говорит, да, я еще нырял с аквалангом. То есть очень многие люди, здесь очень много экскурсий. Не все египтяне ныряют с акваланга, потому что не все чувствуют себя в своей среде. А я спросила, где он научился плавать, потому что очень многие египтяне не умеют плавать. Он учился в бассейне, плавать в бассейне, ну и пытался плавать тоже в море. Кошари, да, вот это наши кошари, как его едят. Нужно добавлять вот этот соус. Ну, вот я сейчас добавлю еще вот этого чесночного соуса. Здесь вот это все полное чесночного соуса. Здесь она кажется, что она бесцветная, но очень пахучий запах чеснока. Вот, что тут у нас? Макароны. Тут такое ощущение, что они собрали все, что было лишнее. Кошари – египетское национальное блюдо, которое готовится из риса, макарон и чечевицы, смешиваемых, а затем приправляемых томатно-уксусным соусом. Иногда в блюдо добавляют короткие кусочки спагетти, нут и обжаренный до хрустящей корочки репчатый лук. Вот мы тебе заказали мясо запеченное. Ну, здесь, конечно, есть макароны и говядина, запеченная в соусом таджин. Вот это вот тоже египетское блюдо. Они едят либо с курицей, и очень любят они макароны бешамель. Вот здесь вот макароны, соус. А мяса, кстати, много. Посмотри, сколько много. Так, порция довольно большая. И это моя большая. Хотя мы заказали самые маленькие порции. Некоторые люди говорят, на, съешь пирожок, тебе не повредит. Мне как раз и повредит. Поэтому я не ем ни пирожки, ни такое все, ни мучное, ни сладкое, никакое, потому что чуть-чуть съешь, и потом уже набирается это все в боках, везде. Но я сейчас стала ходить на море. Я уже 2 месяца хожу на море каждый день. Хотя вода еще прохладная,
Ну, я себя вот пересилила, уже в апреле, в начале апреля я начала ходить. То мы ездили в отпуск, а потом я собиралась с работы, а сейчас я стала ходить на море. Поэтому я, когда иду на море, я не ем ничего. Я пью чашку кофе, я сначала делаю зарядку, тоже я стала делать зарядку. Пресс, там вот эти все руки, всю шею, качаю мышцы, потому что я еще хочу сыну привить вот это вот. Он видит каждый день ее свои гантели, там это, и смотрю, он тоже, ну, он ходит и в джим, и дома занимается. Вот я хожу на море, и потом только после моря я прихожу и могу что-то поесть. Но обычно это что-то такое легкое, или творог с кефиром, и с такими вот отрубями. Здесь есть такие хлопья с отрубями, такие серые, они такие очень невзрачные, серые. Я вот эти отруби ем, мне нравится. Я добавляю туда что-то, может, свое варенье какое-то, я тоже делаю. Вот когда была клубника, я покупала клубнику, съедаю несколько штучек, а потом она у меня лежит. И я все, что оставалось, я делала из него варенье. Немного сахара, даже не перемалывала, а просто резала ножом эту клубнику, варила сахаром, сахара немного ложила и вот ставила в холодильник. И вот сейчас эту клубнику до сих пор я ем, которую вот я сама приготовила из варенья. Ой, из варенья из клубники, которую я сама приготовила. Хосам Хасан, мы уже с ним поговорили, он работает здесь 5 лет, здесь в Кошер Искандаране, и он шеф по готовке печени, да? Кибда, амель кибда без? Кибда хавауши. Он делает хавауши, это такой специальный вот пирог с мясом внутри. Это вот египетское такое национальное блюдо. Хасан, это зай фараон, уж, зай шамс, потому что солнце, он говорит, я говорю, ты выглядишь как фараон, он говорит, это из-за солнца. Да, лишан шамс. Короче, его прадедушка и прабабушка, прадедушки были фараонами, да? Это муслим? Мусульманин, да, потому что я почему спрашиваю, потому что не обязательно все, которые живут в Египте, они все мусульмане, и есть частично христиане, но вот он, Хасан, мусульманин. Можно иногда узнать по имени, мусульманин или христианин, но у него имя непонятное, поэтому 8 лет он живет уже в Хургаде. Очень часто вы можете встретить здесь приезжих, которые приехали и живут и работают в Хургаде. Потому что он приехал из Кены, а они, это южане, они, у них немножко язык такой, они говорят... Джамиля or Джамиля? Джамиля. Джамиля? Но он уже переучился, он говорит Гамиля, потому что... Бас филь Саиди, Саиди Битгуль Жибна. Сах? Гибна. Миш Гибна. Гибна Минхо. Гибна. Ну, он же переучился. Уже некоторые вещи он говорит по-египетски, по местным. Ну ладно, она стесняется. Тамам, шукран гиддан, шукран гиддан. Гамиля! Найс! Как они прячутся! И мужчины такие же. Они очень открытые люди, знаешь, они такие открытые, иногда ведут вот как с детьми, допустим, в детском саду ты так вот делаешь, и они так себя ведут. И взрослые люди, они очень открытые, они очень по-детски открытые и очень по-детски общаются. Вот, допустим, вот они с тобой вот шутят так, как будто вот дети как-то только встречаются. В других странах нету такой открытости, нету такого вот желания общаться прямо с незнакомыми людьми. Даже 10 лет, здесь по 10 лет. А сколько этой вообще кошарни? Сколько лет этой кошарни, интересно, если они по 10 лет тут работают? Давай фото. О, шикарно видео. Букра will be in YouTube. Букра in YouTube.
О, поклонники Иринки, дорогие друзья, смотрите, что происходит. Тут вот фотографируют Иринку, я снимаю, так что куда мы не пойдем, у Иринки полно поклонников, так чтобы муж не расслаблялся. Чтобы Халид, Иринка, чтобы Халид не думал, что он молодой сильно. Вон какие есть. А вы знали, что египтяне очень любят фотографироваться с иностранками и используют каждый подходящий момент для этого? Вот мы решили посмотреть эту кухню изнутри, что они здесь делают, потому что здесь не только кошери, здесь еще вот эти вот блины, да, они креп делают, смотрите. Они делают сначала тесто, а потом кладут туда начинку. Он делает только вот эти блинчики, а начинку они потом уже кладут, когда люди заказывают, они чтобы было свежее, а блинчики готовят заранее. Вот этот вот ресторан, это мы уже снаружи, мы вышли, нам с собой дали нашу еду, которую мы не доели. Это было, в принципе, нереально доесть. Вот все наши ребята, все пристроены при деле, каждый занимается своей работой. Кто-то делает печенку, кто-то делает кошери, кто-то делает вот эти вот блинчики. В общем, все заняты, все при деле. Ну, вот так мы сходили пообедать с Викторией. Мы очень рады. Обычно в таких ресторанчиках вы можете пить только воду или колу. Нет, колу даже не дают. А если вы хотите чай или кофе, это вот отдельное помещение, где отдельно сидят и пьют только чай или кофе. То есть специальная такая кафешка, где они сидят и пьют чай или кофе. Если кто-то хочет еще какой-то напиток, тут рядом супермаркет, можно зайти купить туда в супермаркет и принести с собой, как вот девушка сделала, принесла кока-колу. Ну, в основном сидят мужчины, конечно, в таких вот кафешках, женщины не сидят в таких. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, то напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, энергию и время. Звоните, и да будет вам счастье. Пока-пока.